Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Господин Нусрет злится на Бейзу Гульсум, потому что он не хочет звонить ей из особняка. В этот момент звонит дверной звонок, и это Джихан. Бейза не хочет его впускать и проталкивается внутрь, пытаясь закрыть дверь перед его носом. Когда Бейза спрашивает, с каким лицом ты пришел сюда, Джихан говорит: не жди слишком долго, приготовь моего сына, приготовься тоже, его не будет в доме твоего отца, а Нусрет спускается сверху и спрашивает, где ты был. Когда твоя жена родила? Мелих не может набраться терпения, чтобы отдать ожерелье, которое он купил для Синем, до свадьбы. Нусрет говорит: можно ли родить в доме моего отца, но не остаться? Пока мы ждем отца, отец заперт в доме со своей бывшей женой. Джихан говорит, что это не так, будьте осторожны, говоря о Ханчере. Нусрет говорит, что ваш сын оправдывает себя тем, что ваша задача – подставить нас. Бейза идет к малышу и говорит, что для меня важно, чтобы моему сыну было хорошо и спокойно, я не буду с вами спорить. Нусрет Бейза, возможно, ничего не сказал, он говорит, что отцовство – это не тратить деньги и удовлетворять их потребности, а действительно заботиться о жене и ребенке и не видеть никого, кроме них. Когда ты станешь таким мужчиной, тогда ты возьмешь. Твой сын на твоих руках. Он говорит: не жди здесь зря, когда ты будешь вести себя как настоящий отец и позаботишься о своей жене, тогда ты сможешь их забрать, иначе ты не сможешь пройти через этот порог, иди вперед. Когда она говорит, что Бейза воскресла из мертвых во время родов и ей пришлось рожать ребенка дома, Джихан спрашивает: почему вы не отвезли ее в больницу? Господин Нусрет убеждает Джихана уйти, говоря, что если бы вы ответили на его телефонный звонок, вы бы узнали, и что мы все очень устали и не будем больше испытывать судьбу. Они спорят между собой, потому что Мелих не мог справиться с работой по дому и велел Синим помочь Ханчеру. Когда Джихан уходит и садится в машину, Хансер отправляет сообщение: «Мне пришлось уйти, не предупредив вас сегодня по семейным обстоятельствам, я не смог закончить всю свою работу, спасибо за понимание». Пока Ханчер обеспокоен тем, что на его сообщение не было ответа, перед ним появляется Джихан и говорит: «Мне жаль за ситуацию, в которую я вас сегодня поставил». Ханчер говорит, что вы должны быть со своим сыном прямо сейчас, но вы все еще пытаетесь закрыть свой аккаунт со мной. Когда Джихан говорит, что я обещаю, что больше не позволю тебе пережить нечто подобное, Хансер говорит, что ты даже не остаешься дома, это твой дом, ты не знаешь о своем ребенке. Джихан говорит себе: это не мой дом, где тебя нет, я даже не знаю о себе. Затем он приближается к Хансеру и говорит: не волнуйся, что-то вроде этого будет. Никогда больше не повторится. Джемиль приходит домой и спрашивает Дерию: где ты, думая, что она его обманывает, ведь он пошел к матери Дери и говорит, что такого не бывает. Подводя итог ситуации, Дерия говорит, что ей жаль, что у моей матери болезнь Альцгеймера. Когда Джемиль уходит, спокойное состояние Ханчера привлекает внимание Дерии. Когда она спрашивает, Ханчер отвечает, что ничего нет. Джихан приходит в особняк, чтобы присмотреть за своей матерью. Пока Дерия и Хансер сидят, раздается звонок в дверь, и это Бейза с ребенком на руках. Дерия говорит: хорошая вещь, ты пришла, как только родила, смотри, если ты ищешь неприятностей, я возьму тебя под ноги. Когда Бейза говорит «нет», Хансер пытается объяснить, что я здесь только для того, чтобы забрать свой груз, Бейза говорит, что это не имеет значения, важно то, что мой муж не упускает ни одной возможности увидеть вас. Когда Джихан приходит в свою комнату, он вспоминает моменты любви с Ханчер, обнимает ее и грустит. Бейза кладет ребенка на колени Хансеру и говорит: да ладно, я знаю, что ты не причинишь ему вреда. Она заставляет его поклясться держаться подальше от Джихана и уходит. Он звонит Гульсум и узнает, что происходит в особняке. Когда Гульсум слышит плач ребенка и спрашивает, стоит ли ей прийти проведать ребенка, она вешает трубку и говорит, что я ей нужен. Пока Джемилер ест, Хансер и Дерья теряют аппетит и выходят из-за стола, не поев.
Дерья звонит Джихану и говорит, что он дал большую клятву не разговаривать с тобой, Хансер, и объясняет все, что произошло, и говорит: иди домой, позаботься о своей жене и ребенке и не вовлекай меня больше в свои дела. Джихан говорит: как я уже сказал, я буду осторожен, не буду приближаться к Ханчеру, но по крайней мере, он должен быть у меня дома перед глазами. Когда Дерья вешает трубку, она говорит: клянусь, этот человек не опомнится. Когда Ханчер приходит на работу и видит, что приготовленная им еда осталась там, он заглядывает в свою комнату и видит, что его кровать не захламлена. Он думает, что, возможно, он не пришел домой, он не ответил на мое сообщение вчера, чтобы с ним ничего не могло случиться. Он сидит на диване и пишет начальнику сообщение: «Я дома, хочешь чего-нибудь?». Джихан в это время уже наблюдал за ним на камеру. Джихан говорит: «Нет, мне ничего не нужно, спасибо». Даггер весь день задается вопросом, чем заняться, а затем отправляет сообщение с вопросом, может ли он пойти домой. Джихан говорит, что это мой единственный способ увидеться с тобой, и в ответ на сообщение он говорит: «Нет, ты не можешь идти, пока твоя смена не закончится». Пока госпожа Фадиме заботилась о Гэже Мукаддер, ваше лицо побледнело, и вы спросили, следует ли нам проверить ваше кровяное давление. Пытаясь встать, госпожа Мукаддер внезапно теряет сознание. Когда госпожа Фадиме просит Гульсим немедленно пойти и сообщить об этом Гану Джихану, Гульсим звонит Джихану из своего кабинета. Когда Джихан от волнения забывает, что его компьютер включен, Гульсим с удивлением видит Ханчера на экране. Пока Хансер пылесосит, раздается звонок в дверь, и это Бейза. Когда Ханчер спрашивает, чего вы хотите, Бейза отвечает: «Я пришла с мужем и ребенком на руках, вы обманули меня». Ругаясь, Ханчер говорит: «Я не понимаю, что вы имеете в виду, я здесь убираюсь, делайте, ты хочешь, чтобы я потерял работу». Ханчер очень удивляется, когда Бейза говорит, что знает, что этот дом принадлежит Джихану. Бейза также притворяется удивленной и говорит: «Я тебе не верю, ты смирилась с тем, что ты презренная любовница». Хансер поднимает руку, чтобы дать ей пощечину, но не бьет ее. Даггер говорит, что я сдерживаюсь, так что ты находишься в послеродовом периоде, но ты выходишь за пределы своих возможностей. Бейза говорит: назови мне имя своего босса, и когда она спрашивает, кто нашел тебе эту работу, Ханчер отвечает: моя тетя. Бейза говорит, что они очень хорошо разыгрывают тебя, обманывают тебя, чистый Хансер. Когда вы спрашиваете, вы знаете, что ваш начальник наблюдает за вами на камеру, Ханчер снова удивляется. Бейза говорит: послушай, у меня была возможность сообщить тебе об этом, у тебя есть блестящий поклонник. Джихан отвозит Гэжу Мукаддер в больницу. Поскольку у Гэжи Мукаддер очень высокое кровяное давление, она предупреждает сотрудников, чтобы они приняли меры. В этот момент звонит Энгин и дает совет по поводу малыша. Джихан возвращается к компьютеру и видит, что Ханчер только что вернулся домой. Даггер плачет: мне тяжело здесь стоять, зная, что ты наблюдаешь за мной. Мне нужно уйти отсюда как можно скорее. Но сначала я должен сказать вам особое прощание, говорит он. Я отправляю сообщение Джихану и говорю: я ухожу, ты этого не хотел, но я все равно кое-что приготовил. Он говорит: мне нравятся все, к чему прикасается твоя рука, Даггер, и благодарит его в ответ на сообщение. Джихан покидает особняк и говорит, что вернется через час или два. Гульсим немедленно сообщает об этом Бейзе. Когда Гульсим спрашивает, должна ли она сообщить ему, когда он вернется, Бейза отвечает, что в этом нет необходимости, я знаю, куда он идет, но он не знает, с чем столкнется. Когда Джихан идет домой, как раз в тот момент, когда он собирается открыть дверь, Хансер открывает ее, приветствует его легкой улыбкой, приветствует его, хватает его за руку и втягивает внутрь. Джихан потрясен, увидев ее перед собой. Синим приходит на склад, где остановился Мелих, осматривает окрестности, говорит, что там очень грязно, и говорит, что все равно это его вина. Когда Мелих говорит «добро пожаловать», я этого не ожидал, Синим говорит, что я приготовила пирожное, оно тебе понравится с фаршем. Они выходят, потому что думают, что говорить на улице удобнее. Синим, я думаю, ты тоже покупаешь товары для дома, я увидела внутри посылку и спрашиваю, что ты купила.
Мелих говорит: нет, это не наше, это друга, поэтому закрывает тему и не говорит, что это Даггер. Когда Синим Мелих продолжает вести себя хорошо, она извиняется за свои слова. Когда Ханчер спрашивает, как прошел твой день, скучал ли ты по мне, как ни в чем не бывало, Джихан отвечает: ну, Ханчер, это я. Даггер не заставляет нас много говорить, говорит: стол готов, садимся. Когда Джихан спрашивает, как вы этому научились, он отвечает: важен ли кинжал. Ты не очень хорошо спрятал камеры. Если бы я был осторожен, я бы это увидел. Джихан говорит, что я должен был это сделать, потому что, если ты узнаешь, ты разрушишь дом, без тебя я не смогу. Он встает и держит себя за руки только потому, что я сделал это, чтобы увидеть тебя, и говорит, что теперь могу держать тебя за руки. Я думал, что никогда больше не испытаю такого момента, я не могу представить себе жизнь без тебя. Джихан говорит: потерпи немного, я все сделаю хорошо, мне нужно время, пока ты со мной. Ханчер говорит: давай оставим эти вопросы сейчас, смотри, я приготовил для тебя стол, давай, садись. И когда Ханчер уходит, Джихан спрашивает: куда ты идешь? Даггер говорит: иди вокруг, я иду. Дела между Мелихом и Синим начинают налаживаться, и когда Синим рассказывает Мелих о доме, который она нашла, Мелих говорит, что если он тебе нравится, мы сохраним его. Даггер говорит: ты уже надел ночную рубашку и поужинал. Если хочешь, мы можем пойти в спальню. Джихан удивлен, и когда Ханчер злится, спрашивая, что вы говорите, Ханчер сердито отвечает: я выполняю свой долг, в конце концов, я твоя любовница. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.